Абра-кадабра, бум! Эни, Бенни, раба! Раз, два, три, люстра, гори! Люстра, гори! Гори! Сейчас, одну минутку. Ха! Ха! О! Хе-хе-хе-хе-хе! Ну что ж, друзья, вот и настало время повесить этот потолок из нержавеющей стали. Для тех, кто не видел сам процесс изготовления потолка и желает его посмотреть, ссылку я оставлю в описании. В прошлом видео я детально не осветил тему крепления самого потолка и крепления треугольных панелей к каркасу, и этот вопрос был поднят в комментариях. Также возникли некоторые закономерные вопросы, почему нержавеющая сталь магнитится, не будет ли отражаться звук от треугольных панелей, почему не сделать треугольники из какого-нибудь композита, почему просто не покрасить пенопласт металлической краской и так далее. Но обо всем об этом мы сейчас пройдем по порядку. С самим креплением потолка здесь все просто. Я отрезал 12 кусков профильной трубы нужной мне длины, приварил к ним квадратные гайки и получил вот такие заготовки. Затем я их приварил к каркасу и сквозь них буду крепить потолок. Крепление треугольных панелей я планировал выбрать из двух вариантов. Первый вариант это на магнитах, второй вариант это крепление на винтах. И конечно же я остановился на самом простом и надежном способе. Это крепление на винтах. Просто сверлим отверстия в каркасе, нарезаем в них резьбу, делаем вырезы в треугольных панелях и прикручиваем винтами. Панели будут держаться надежно и не упадут на голову в самый ответственный момент. А как вы понимаете, в туалете человек уязвим и беззащитен как никогда. Да, в мастерской это кажется простым способом крепления, но как это будет происходить на самом деле, сейчас мы с вами узнаем. Теперь я вас попрошу пройти со мной в следующий сюжет, а все остальные вопросы мы рассмотрим попутно. Представьте, я этот потолок вообще хотел сделать неразборный и повесить его целиком. Представляю, как бы я его там вешал, корячился. Хорошо, что сделал разборный. Итак, сквозь дверной проем потолок прошел успешно, за что я немного переживал, и сейчас мы его будем вешать вот сюда наверх. Но прежде чем мы его повесим, мне нужно положить теплошумоизоляцию из минерал-ватных плит. Эту теплошумоизоляцию я должен был положить еще 10 лет назад, но так до этого руки и не дошли. И сейчас наступило для этого самое время. Так, сейчас я становлюсь на стремянку, беру вот этот потолок и вот так вот заношу и поднимаю его кверху. Каркас я повесил, электрику подключил, теперь осталось только установить сами треугольные панели. Но на этом фоне у Тани образовалась теперь новая фобия, что этот потолок может рухнуть на голову. И к весу этого потолка я решил прибавить еще 85 кг своего веса и протестировать надежность креплений.
кстати, о весе, который мы немного накопили лишний. Решили поэкспериментировать не только с интерьером, но и с одеждой. И чтобы сместить фокус внимания с наших пышных тел, мы подобрали одежду, которая это самое внимание отвлекает. Согласитесь, внешний вид важен не только в самопрезентации, в какой бы профессии вы ни были, но и вносит общий вклад в настроение окружающих, ведь всегда приятно посмотреть на человека, который немного потрудился над своим внешним видом. А сейчас зацените, это чума! После того, как я собрал потолок в гараже, я заметил в нем такую особенность. Если возле него громко разговаривать, то создается впечатление, как будто ты разговариваешь в металлической бочке. И поэтому мне придется заложить в металлические треугольные панели вот эти пенопластовые формы. И теперь звук, который будет отражаться от металлической поверхности, будет более глухим. Теперь у нас осталось установить последний треугольник. Так как винтами его закрутить не получится, он будет держаться на магнитах. Здесь прикручены вот такие металлические уголочки. К ним примагничивается магнит. На самом треугольнике приварены вот такие вот площадки. 3 штуки. И этими площадками он будет магнититься к магнитам. И также его можно будет снять, если что-то там нужно починить. Ну или разобрать потолок заново. Нержавеющие стали бывают нескольких видов. Мартенситные и ферритные — это те стали, которые магнитятся. А стали, которые не магнитятся, относятся к аустенитному классу. Подробнее об этом можно почитать в интернете, информация вполне доступна. Плинтус мы установим абсолютно временно, чтобы в целом для вас была ясна картина потолка. Потом этот плинтус будет сниматься, так как все стены будут переделываться. И еще непонятно, будет этой конфигурации плинтус или может быть будет другой. Кто не смотрел наши предыдущие серии, может подумать, что это уже конец ремонта. Но нет, это только начало. Дальше мы будем переделывать стены, и они будут такими же необычными, как и потолок. У нас есть несколько мозгоразрывающих идей на этот счет. Кому это будет интересно, не пропускайте наши дальнейшие выпуски. Мы решили сначала сделать потолок для того, чтобы понять, как будет выглядеть освещение, и не понадобится ли проводить дополнительный свет. Думаю, что дополнительный свет не понадобится. В прошлом видео было несколько вопросов, почему не сделать потолок из пенопласта и не покрасить какой-нибудь краской. Ну или, например, сделать из каких-нибудь материалов, которые имитируют сталь. Дело в том, что любая доступная краска не сможет повторить блеск настоящего металла. Краска не даст нужных переливов оттенков, и потолок будет выглядеть как обычное серое пятно. Изначально мы думали сделать потолок из материалов, которые имитируют нержавеющую сталь. Но цена на эти материалы оказалась просто заоблачной, и стоимость нержавеющей стали вышла значительно дешевле. Звучит парадоксально, но это так. Теперь нам осталось обсудить с Татьяной пару важных вопросов, которые терзают не только наши умы, но и умы наших коллег. Кому будет интересно, не отключайтесь. Ну, в смысле, видео не отключайте. То есть, ну, допустим, раз там что-то сделал, выложил, там миллионы просмотров. Как это монетизируют? Люди хотят на этом заработать. То есть, ну, как бы этим творчеством заниматься и на этом заработать. Вот, по твоему мнению, самое главное, что нужно понять, вот главное, чтобы двигаться? У очень многих людей есть запрос, и неважно, этот человек хочет просто заработать денег, или этот человек хочет развить в себе какой-то талант и
было бы здорово его как-то монетизировать. Ну, мечта, согласись, делать любимое дело, еще и за это деньги получать. Конечно, а как без денег? Вот. Что? Здесь я только с позиции своего собственного опыта исхожу. То есть я здесь не книжки читала, это то, что работало в моей жизни, то, что сработало с нами в нашем проекте. Мы, конечно, не достигли каких-то там вершин, но все-таки какие-то результаты у нас есть, значит, у нас это получилось, значит, этим можно поделиться, если кому-то это будет интересно. Ну. Здесь надо четко понимать, для себя прежде всего, здесь надо быть очень честным с самим собой. Ты либо хочешь заработать деньги, да, стать профессионалом, либо ты хочешь раскрыть свой какой-то талант, вот ты не можешь, из тебя прет, ты там красиво рисуешь, поешь, мастеришь, не имеет значения, то есть у тебя есть какой-то талант. Самая главная, ключевая фраза. Талант дается не человеку, а через человека другим людям. То есть, если ты включаешь позицию служения, пропуская через себя этот талант, даря его людям, просто упорно трудясь и оттачивая свой талант, постоянно, понимаешь, так или иначе, ты все равно привлечешь к себе и внимание, и если тебе по судьбе положено, конечно, и успех, и изобилие. Но этого может не быть, и ты будешь служить всю жизнь, потому что талант дан не тебе, а через тебя людям. Но если ты включаешь историю, что талант принадлежит мне, и я как бы считаю, что я достоин того-то, 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 ты можешь быть абсолютно необъективен, то пиши пропало, сколько бы ты ни трудился. Вот гордыня, она перебивает здесь все. Позиция служения, у тебя есть шанс выстрелить, и позиция «я здесь самый умный», и как бы меня недостаточно ценят. Нет, ну у тебя был такой период, когда ты считал, что ты достоин гораздо большего, ты вроде стараешься, а тебя жизнь недостаточно, так сказать, награждает. Да, был. И со стороны людей, да, тебе казалось, что тебе как-то люди как-то, ты вот стараешься, а тебя не ценят. Было такое? Мне хотелось, конечно же, чтобы я там сделал какую-то дичь, и мне казалось, что я там шедевр Да, при сотворил. минимуме усилий тебе вот казалось, Да. что вот эти 3 палки склеенные, это, в общем-то, шедевр, его надо продать это за $100 миллионов, правильно? Ну, наверное, да. Ну, да. ты сейчас можешь так, вот пройдя вот этот путь, Ну, подумать? нет, Конечно, нет. Конечно. Сейчас я вообще, мне кажется, что мы вообще минимум делаем, что вообще человек может делать. Потому что часто мешает абсолютно неадекватная оценка себя. Мы начали показывать, какая я умная, как утка, в конце-то концов, талантливый человек, он талантлив-то во всем. Да. Ребят, ну объективно, кто он, а кто я? Ну да. Ну, Нет. я согласен с этим. Нет, я не согласна. У меня просто черный юмор. А я согласен, потому что если бы не ты, я бы и ходил там с этими корчами и пнями. Вот человек начал, что-то делает, или уже там несколько лет делает, не знает, как продать свои работы или там свое творчество. Ну подожди, как продать, это вообще другая история. Это про маркетинг. Все хотят продать себя, либо стать знаменитым, либо чтобы работы были знамениты и продавались, или в галерее выставлялись. Виталик, Все остальное, помимо того... основная масса хочет этого. Прекрасно. Значит, здесь надо либо доверять, создавать свою команду своему партнеру, либо искать кого-то там, друзей и так далее. Один ты это не подтянешь, потому что в синергии с другим человеком ты можешь быть талантлив в столярном искусстве, другой человек может быть талантлив, я не знаю, там, в видении, как это должно выглядеть в социальных сетях, он может круто снимать. Это может быть твоя жена, это может быть твой муж. Опять же гордыня, понимаешь, ты что тут самая умная? Мы с тобой вот только что снимали кроссовки с ремнем. Мы снимали по отдельности, потому что я начала снимать так, как я вижу. Ты говоришь, нет, тут надо это. До свидания, ты снимаешь Я так, как сделал, как ты сказала. Но все равно, да, вот эти трения. И не каждый человек на это согласится. Ну, Кто-то тоже как верно. скажет, знаешь что, дорогой, до свидания. Или наоборот, что ты мне тут командуешь, понимаешь? Один ты не справишься, ты должен Ну- поделиться этим будущим успехом, понимаешь, со своим вот этим партнером в этом деле. Ну, я не знаю, посмотри на любые успешные проекты. Это все о партнерстве. Это либо муж и жена, это либо там друзья, детство. Это все Ну, о примеры партнерстве. приведи. Да, господи, Форд, Пьер и Мария Кюри. Смысл заключается в том, что надо трудиться без претензий. Надо запомнить еще один раз. Талант дается не человеку, а через человека для других людей. Я делюсь своим талантом, потому что я без этого жить не могу.
И люди обязательно откликнутся на вот эту чистейшую энергию дара. А если ты делишься с позиции «вот я тут сделал», что-то мне мало лайков, мало просмотров, чего вы у меня спрашиваете, что так дорого, все, это уже тогда не про талант, это про рынок, и там совершенно другие разговоры. Я понял. Итак, друзья, мы надеемся, что это видео вам понравилось. Пишите свое мнение в комментариях. Что не понравилось, тоже пишите. Подписывайтесь на наш канал. И, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.